Валера, пока ты занят своим делом, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Твой рецепт охотника. Сегодня будет вырезка кабана и вырезка из лося по-азиатски с шампиньонами, паприкой, луком и имбирно-медово-соевом заправке. Так можно. Слушай, ну у меня уже слюни текут. Давай-ка побыстрее. Они у меня текут со вчера уже. Да? Как ты сказал, что мы это будем готовить, я просто не мог дождаться, когда мы окажемся на кухне, чтобы это все сделать реальностью. К сожалению, не будет все так быстро. Ну, для зрителей это будет побыстрее, чем это у нас было на самом деле. Да. Ну, ты голодный? Нет. Но я думаю, что через пару часов ты проголодаешься, и мы будем с тобой пробовать очень вкусную еду, правда? Ага. Будешь пробовать мясо по-азиатски? Валера приготовит, очень вкусно будет. Не знаю. Можно попробовать. Тебе понравится. Лось, вот и кабан. Немножко подержали в холодильнике, чтобы оно стало более плотно. Наша задача его тонко пошинковать. Может быть, кто-то скажет, что это кощунство, вырезку использовать для такого блюда, но мы заложники ситуации, Да. разморозили именно это. Ну, мы обладатели этого мяса, и нам решать, что делать, правильно? Да. Это филейная часть, правильно понимаете, да? Да, Очень красиво. кабанчик. Ох, кабанчик. Проверенный. Ты сам его добыл? Да, этого взял я. Зимний. А чем отличается зимний от летнего, Ну, допустим? на зимнем сальца больше. Ага, то есть Ну, он... для этой части мяса это не имеет никакого значения, потому что как бы, оно всегда такое постное. Но в данном рецепте не будет чувствоваться, что оно там какое-то сухое. Или... Вот. Будет очень нежно. В принципе, я уже сглатываю. Ну да, я тоже. То есть кабан, он на зиму тоже запасается жирком, правильно? Что? Ну, как и все мы, в принципе. Ну да. Особенно я с сладостями. Потом мы весной идем в зал, ну, а у кабана все уходит за зиму, в принципе. Кстати, из данной части мяса первый раз готовлю. Ну, вот это блюдо. Именно по-азиатски, да? Ну, да. Обычно можно даже, ну, вплоть до стейка сделать. Ну, суховато, конечно. Кому как больше нравится. Ну, для видео решили. По сути, все очень просто. Нам надо немножко терияки от известного бренда. Но поскольку он нам деньги не платит, Называть мы его не будем. называть мы его не будем. В принципе, абсолютно любой подойдет. Если нет терияки, можно использовать устричный, можно использовать соевый. Буквально немножко столовая ложка терияки, немного перца свежемолотого. Расскажи, пожалуйста, Валера, откуда ты стал обладателем такого замечательного рецепта? Честно? Да. Из интернета. Да не, ну просто хотелось как-то из дичи делать не только тушенки, колбасы какие-то там, еще что-то, а просто внедрять дичь в повседневный рацион. И просто стало интересно изучать какие-то рецепты, потому что дичь тоже, ну, такая. Нам надо 2 чайные ложки крахмала, щепотка соли. Я всегда использую морскую, Я крупную. тоже морскую соль люблю. В принципе, по соли это сладкая история, и
соль здесь не столь важна. Будет еще соевый соус у нас на заправку. И одно яйцо для большей связки. Мгм. Ну, теперь наша задача аккуратненько замесить все это дело. Приятно пахнет. Крахмал нам даст такую тягучую историю, субстанцию создаст. В принципе, наше мясо готово. В этом легком маринаде его надо оставить на минут 10 и приступим к нарезке овощей. Можно нарезать произвольно, кому как больше нравится. Ты нарезаешь красиво, как шеф-повар. Слушай, я тут слышал недавно какой-то новый тренд. Люди употребляют мухоморы в маленьких количествах, и что-то он там дает, какой-то апгрейд организму. Ты что-нибудь это можешь сказать? Ты как в лесу часто обитаешь. Я прям вот разговаривал с такими людьми, которые говорили, что советовали попробовать мухоморы, но я как-то... Я знаю одного человека, который ест мухоморы в сыром виде. Ну, не знаю. Он живой? Но это называется микродозинг, по-моему, если не ошибаюсь. Мгм. Что он дает? Не знаю, якобы повышает мозговую активность, не знаю, улучшает настроение, работает как антидепрессант. Не знаю. Ничего себе. Мне кажется, немножко самовольно это пробовать, мне кажется, я бы никому не рекомендовал, если уже есть прям желание попробовать. Я знаю, что вроде как на сайтах на каких-то можно заказывать это, ну, не в виде как наркотик, а, ну, действительно как... Это наркотиком-то и назвать-то нельзя. Но желательно все равно больше, наверное, проконсультироваться с человеком, который как-то более в этом осведомлен. Я не знаю. Ага. Ну я тоже, поэтому я и спросил, я просто думал, ты как в лес часто ходишь, твоя жизнь вообще связана с лесом. Может, ты что-то за это Ну, слышал? это то же самое, что если человек часто ходит в поликлинику, это же не значит, что он разбирается в лекарствах, да? А кто тебя знает, сейчас столько умных людей, если ты зайдешь на какие-то сайты, допустим, или тот же самый Facebook, где заходишь в комментарии, там каждый второй. Там, вот там в группах раковые опухоли лечат, бля. Да, каждый политик, каждый политолог. Был рак желудка, начал пить пол-литра водки каждый вечер, прикинь, зарубцевалось. Да. То есть, мне кажется, вот действительно какой-нибудь там в социальной сети она может тебя излечить. Конечно. Так что месседж такой, да, что лучше не самовольничать. Ну, Обратиться к врачу. Произволом не заниматься, а как минимум обратиться к людям, которые это делают. Компетентным людям. Более компетентны в этом вопросе. Да. Do something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 do something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 do something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Сейчас надо выложить половину мяса. Мясо желательно одним слоем раскладывать. Сначала мы стреляем в мясо, потом мясо стреляет в нас. Ну, нам надо где-то 3-4 минуты на большом огне. Вот, прижарить, дать корочки. Но в принципе это мясо, оно готово уже. Вот оно чуть цвет поменяло, это вырезка. В принципе, оно годится даже на тартар, да? Ну, На тартар, да? да, оно годится на тартар, в принципе. Некоторые охотники, я знаю, вот один мужчина у нас, ну, охотится со мной в коллективе. Он очень неплохо разбирается в мясе, вот, и в его готовке. Он говорит, что из этого стейк не очень, а на тартар оно очень даже подходит. Вот, но оно у меня в замороженном виде, да, с охотничьего сезона хранится. Поэтому, как бы, тартар вроде как лучше, ну, вообще со свежего такого делать. Насколько, по-моему, насколько мне известно. Поэтому, если повезет в
будущем охотничьем сезоне я обязательно, ну, или мы с вами, или я, ну, я думаю, что мы с вами, ну, обязательно попробуем. Baby, it's just me. You're mine, you're mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Guys, I can't stand anymore. I wanna try this bit of meat. Но, It's so delicious, you know. It's very delicious. It's very good, to be honest. One more piece, да. No, I have to go. I have to leave this place. It's very good, guys. Please subscribe our channel, put likes and your comments, guys. Because in the future we plan to cook lots of stuff. Идем, Ром, кусочек мяса, смотри. я, по-моему, попался. Да. Держи, пробуй. Ну попробуй. Ну как? Ну, это будет заправка такая, не знаю, примерно 70-100 миллилитров, тяжело сказать, может быть 50-70 миллилитров соевого соуса. Мед у тебя домашний, не покупной, Мед правильно? домашний, да, и если что, мой отец пчеловод, официально зарегистрированный, вот, тоже можно, как говорится, приобретать продукцию, все лицензии ПВД, все имеется, все официально, 40 домиков у него, по-моему, уже. Так что вот, это натуральный продукт. Ну, это прошлогодний, он, ну, сахарится уже, но на самом деле все думают, что хороший мед это свежий мед, но я могу заверить с полной уверенностью, что мед, который засахарен и уже ему год-два, он это самый полезный мед, потому что в нем прекращаются все процессы. И вот это тогда действительно как бы это самый-самый ценный продукт. Ну, об этом более подробно может мой отец рассказать, на самом деле. Если будет интересно, то пишите в комментариях. So guys, if you'll be interested in this information, please put it in the comments, and we will try to make another video about beekeeping. Столовая ложка 2 терияки. Тоже он даст свой прикольный привкус. So Valeris, what we are doing next? Будем обжаривать овощи. Овощи. Для этого нужен вок. Его мы не имеем. Пока еще. Пока еще. Мы бедные студенты, мы только начинаем. So guys, I will give Valeris a little help. Мед должен растаять, да? Ну, он в принципе все равно в блюде растает. So the honey is supposed to dissolve in that sauce. And let's try the sauce a little bit, guys. It's so good. I would love to take a shot. You know, that's the small shot. I'm just joking. Три-4 минуты мы на большом огне прижарим паприку. Потом еще на минутки-две мы добавим лук. И в самом конце добавим шампиньоны, потому что, ну, они такой. Им не нужна большая термическая обработка. Все, потом мы туда добавим мясо, соевую заправку нашу. Еще минутки-две мы это все там потушим, прижарим. И тогда добавим имбирь и чеснок. В принципе, и будем оформлять подачу. Ох ты, наконец-то. Звучит очень вкусно. It sounds very delicious, guys, so I can't wait when this stuff is going straight inside my mouth. What's next? Дальше лук. So next one comes onions. So for how long will leave that on the pan? Насколько долго это будет? 2-3 минуты. So about 2-3 minutes. Подкидывать уже не получится. Теперь мы ложим все овощи, да, и вместе их прогреваем. Да. Guys, you just look at these colors. They look incredible.
Guys, I can't wait when I'm gonna try this dish. This dish looks very delicious and I can't wait when I'm gonna try it. I'm starving right now. Stay with us, guys. I think we deserve your like, your subscription and your comment, guys. Это реально вкусно. This is really delicious, guys. Ты можешь немножко побыстрее это сделать, пожалуйста? I'm just joking, guys. I don't want to put Valeris under any rush, so let him take as much time as he needs. Oh, he's putting meat right now. Имбирь и чеснок мы добавляем. Перемешиваем и оставляем на минутку. We finished to cook our dish. Valeris, please. So guys, всем приятного аппетита, сынок. Как тебе вкусно? Да, класс. Вкусно, да? Вкусно. Молодец, давай. Тебе надо кушать, чтобы расти большим и сильным. Да, и сильно. Давай, кушай. Валяра старался. Guys, so finally our dish is on our table. I wish everyone bon appetit. Let's try. Правда? Валера, incredible. Guys, I have been in Asian restaurants many times in my life, and you know what? This is pretty much the same. Овощи прекрасно. Guys, everything is in a balance in this dish. Vegetables, meat, everything. The spices are in a balance as well. So guys, I hope you loved this video and you enjoyed cooking with us. So stay with us, as on this channel will be lots of different videos related to the foods, guys. So please subscribe our channel, put likes and comments, guys. It's very important to us. So, and every viewer is also very important to us. So see you next time.